строители всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройки Чернобыльской атомной электростанции здесь, на берегу реки Припять, где в жестоких боях Красная Армия вместе с партизанами совершила боевой подвиг форсирования Припяти, клянемся! Клянемся! Что будем вечно помнить боевую славу наших отцов, имена всех тех, кому мы обязаны своей жизнью, своим счастьем. Клянемся! Клянемся! Знаете, мы здесь в этих краях давно уже не бывали. Здесь нам они очень, нам они очень дороги. Здесь мы воевали. Вот товарищ мой здесь партизанил. Очень хочется, покажите нам вашу стройку, поближе познакомьте нас с вашими ребятами, людьми, потому что это очень дорого для нас памятные места. Мне очень приятно вместе с генералом посмотреть эти ваши Пожалуйста, места. мы можем хотя и сейчас показать. У нас много замечательных парней, строителей. Хорошо, Через 30 хорошо, лет. спасибо. Внимание! Штаб строительства сообщает. Сегодня комсомольско-молодежная бригада Вячеслава Бокова 23:00 закончила монтаж каркасов шахты реактора до конечной 38-й отметки. Поздравляем бригаду арматурщиков с выполнением этого ответственного задания. Разрешается бригаде плотников-бетонщиков товарища Матвеева приступить к опалубочным работам. Аппаратный цех ЮТЭМа. Усильте работы по сдаче теплоизоляции. Слова «атом», «атомные» для многих стали уже обыденными. А вот когда ты своими руками берешься строить атомную станцию, появляется какое-то особое ощущение, ощущение необычности, будто ты сопричастен к таинству. Впрочем, так оно и есть. Наша Чернобыльская крупнейшая в мире. На Украине это первая атомная станция, первенец. Ну, а с первенцем, сами понимаете, и волнений больше, и отношение к нему особенное. Видите, махина какая? Этот кран поднимает и перемещает грузы весом в 640 тонн. Единственный такой кран в Союзе. Есть шутвира! Вера підходься. Еще чуть. Еще чуть. Костя, чуть, Вера! Вот так монтируется атомный реактор. Здесь на вершине блока реактора работает Дима Бобрицкий. Его у нас все знают. Он причастен к первому кубометру бетона, засыпанного в главный корпус. Его, кстати, по сцене знают. Он поет в нашем академическом хоре. Словом, творческий человек. Вы знаете, когда говорят, что человек в труде прекрасен, я всегда вспоминаю Диму Бобрицкого.
Именно на нем остановились скульпторы, когда приезжали к нам в поисках героя-современника. Именно его скульптурный портрет экспонировался на художественной выставке «Киев социалистический». Профессия наша, конечно, не из легких, но с уверенностью могу сказать, что это одна из самых красивых профессий, строительных профессий. Видите, сами посмотрите, укладывать бетон приходится почти на высоте птичьего полета. Порой, образно говоря, птиц можно охватать руками, когда они перелетают на юг. В детстве я ужасно боялся высоты. Не так, как все парни. А потом как-то взял себя в руки, может где-то привык. И сейчас вроде бы не замечаешь. Впрочем, и сейчас порой жутковато так бывает. Но все-таки, когда рядом свои ребята, настоящие друзья, хорошая песня в душе и в сердце, и высота как-то не страшна. Работа кажется не такой сложной. Родилась у нас на стройке своего рода сказка. Жили-были на свете два брата, два короля. И узнали они, что на древних нехоженных берегах реки-красавицы Припяти город строится, Атамаград. И решили чудо-богатыри силой и сноровкой в труде мериться. И говорит один король другому: «Оседлаем, брат, наши быстрые «Жигули», да поедем туда людей повидать, да себя показать». Прибыли короли в Атамаград, трудились на славу, в почете у людей стали. И, как всегда в сказке бывает, да и в жизни тоже, приглянулась королю Михаилу красная девица Надежда. Сыграли они свадьбу, и стало в Атамаграде 3 королей. Но вот приехала однажды к Надежде сестрица ее родная Люба. И тут уж совсем как в сказке. Полюбил ее 2 король, брат Иван. И стало в Атамаграде 4 королей. И как скоро в сказке сказывается, родилось в каждой семье по дочери, славные королевны, Жанна и Валя. Есть такое выражение: фамилия за себя говорит. И этому начинаешь верить, когда познакомишься с Иваном, Михаилом, Надей и Любой королями. Когда видишь крепких, надежных парней, их лучистых от счастья подруг, которые чувствуют себя на земле, как в собственном королевстве. Начали, как говорится, мы писать свою биографию строителя сразу после службы в армии. Служили мы в танковых частях. А профессия танкиста требует исключительной выносливости, высокого мастерства, я бы даже сказал, умелых рук. И вот все эти качества нам теперь помогают в работе на строительстве атомной станции. Здесь, на Атомной, мы столкнулись с новыми и сложными вещами, которые и раньше на тепловых станциях нам, сварщикам высокого разряда, не приходилось делать. Так интересно бывает. Мы иногда долго стоим над какой-нибудь деталью и решаем ее как задачу. Но буквально ломаем голову. Как же все-таки ее приварить? Каким способом? Тут и приходится проявлять нам и творческую жилку, и выдумку. Но бывает, даже до ссоры доходит. Зато приходим к правильному решению. Ведь все-таки 4 головы. Поэтому мы и выбрали эту профессию, что она нам доставляет, прямо скажем, удовольствие. Конечно, хочется побольше по стране поездить, побольше повидать. Правда, переездка – это хлопотное дело. Что-то при этом теряется. А в основном, как говорится, от хлама избавляемся. Но мы считаем, что детям все-таки в наследство надо не вещи оставлять, а хорошую профессию.
нас параллельно ведут работу более 20 специализированных организаций. Электромонтаж, теплоизоляция, гидростроители, химзащита, самые разные. Координирует и направляет их работу штаб. Он так и называется по-военному. Штаб. Работой штаба руководят начальник строительства Василий Трофимович Кизима и его заместитель Владимир Тимофеевич Гора. Бетона. Будь любезен, диспетчера с 7 идут, с 7 утра всю ночь докладывать, где что срывается. Тогда мы выйдем на 18 тысяч кубов. Обязать начальника участков, чтобы они тоже начинали укладку бетона своевременно. 20-ка подписана, а сегодня выложу. 20-ку можете исключить, а 36-ку, где 6 тонн искать, я не знаю. Сейчас наступило время серьезнейших испытаний. Прошу и комсомольский штаб удвоить, утроить свою работу. Особенно работу с комсомольско-молодежными бригадами. У нас на каждом участке, на каждом вашем участке по 3-4 комсомольских бригады. Поэтому к ним и большие претензии, большие права. Чувствуется пульс всей работы. Вместе с членами парткома наши ребята оперативно решают многие проблемы стройки. Наши ребята крепко помнят клятву продолжить дело строителей Комсомольска и Днепрогэса. Мы помним, что здесь, на берегу Припяти, отдавали свои жизни комсомольцы в годы Великой Отечественной. Мы помним, что недалеко отсюда строил железную дорогу Павка Корчагин. Представляете, Корчагинская земля. Ребята помнят это. Помнят всегда. Обращаемся к нашей молодежи. Именно рассчитываем на ее задор, на ее силу, опыт, что под руководством старших товарищей, наставничества, они, безусловно, справятся с поставленными задачами. 50 наших коллективов, бригады и смены уже завоевали в соревновании звание коммунистических. Но нам этого мало. Ведь от каждого из нас нужна особая собранность, полная самоотдача и поиск. Не ждать, пока подскажут, а все время искать, пробовать,
совершенствовать. Я хочу поделиться опытом нашей работы. Может быть, есть смысл принести его на всю стройку, что ли, если он понравится. У нас на участке гидроэлектромонтаж. Мы решили вовлечь абсолютно все бригады в борьбу за звание бригад коммунистического труда и в соцсоревнования. Я считаю, что вовлечение всех бригад в соцсоревнования и обеспечение гласности этого соцсоревнования, причем гласности вот такой вот конкретной, деловой гласности, оно и позволило, в общем-то, выполнить план. Пока знакомимся только с производственными корпусами будущей станции. А ведь Чернобыльская атомная – это не только станция, это еще и город. Он уже есть. Официально именуется поселок городского типа Припять. Но никто из наших строителей не скажет поселок. Все говорят город. Даже имя уже придумали – Атомоград. Мы считаем, что те, кто строит дома, школы и магазины, тоже строят атомную станцию. Лучшие бригады здесь – каменщики Владимира Николаевича Сивенко. Умеет поставить дело Владимир. Человек с большим житейским опытом. Владимир Николаевич – кавалер трудовых орденов, коммунист, член нашего парткома. И что интересно, он уже несколько строек начинает, как говорят строители, с первого колышка. Так у него было на Дарханской ТЭЦ, на Трипольской ГЭС. И здесь так было. Когда мы прибыли на эту стройку, из 6 человек, мы были первыми на этом клочке земли. Была зима, холодина была такая, и ни единой души. Саша Наливайко проложил первую траншею. Я и Толик Кулебаба положили первый камень, фундамент первого здания. Прибывший с нами главный инженер строительства Михаил Иванович Красников, волнуясь, тогда сказал нам: «Поздравляю вас, товарищи! Вы начали строительство самой крупной в мире атомной электростанции». И я сейчас вспоминаю первое время, когда к нам на строительство начали приезжать строители со всего Советского Союза. И тогда были жаркие деньки. Работали, не покладая рук. Знали, что людям нужно было как воздух, жилье и теплые квартиры. Мы тогда впервые перешли на метод Злобина. Сейчас мы подсчитали, что наша бригада только заложила 10 миллионов кирпича. Мы проходим снаряд, патроны, гранаты. Наши школьники нашли 3 погибших наших офицеров здесь недалеко от стройки. И были перенесены в братскую могилу. И вот сейчас вспоминаешь, на каком же мы святом
этот хлеб-соль. Пусть всегда в вашем доме будет радость и счастье. Живите на здоровье. Много веселья вам. Ребеночек, привет. Пусть она будет веселая, здоровая. Сашенька, пожалуйста, Не так давно с Валей случилась беда. Врач Тамара Романовна делала все, что могла, но жизнь роженицы угасала. Срочно понадобилась кровь. Куда обращаться врачам? Конечно, к строителям. Через несколько минут машина с добровольцами помчалась к больнице. Подоспели вовремя. Спасли и маму, и малышку, Снежану. К счастью семьи Прокопенко причастны многие строители. У Снежаны 9 мам, настоящих, родных по крови. Улыбнись Снежана, мне обязательно. Снежана, Улыбнись мне. Снежана. Сейчас показала. Обязательно улыбнись. Снежана, запомни, Вот что ты так. самая первая Вот была в так. руках у этой тети. Вот так. Пройдет время, и добрым словом вспомнит Снежана и бабушку Марию Еремовну Сердюк. Мария Еремовна работает в Атомограде маляром, украшает их ясли, школы, дома, старается для ребятишек. Сегодня у Марии Еремовны настоящий праздник. Радуемся и мы. После 30-летней разлуки Мария Еремовна разыскала своего брата Василия, которого считала погибшим в дни войны. Сама Мария Еремовна ребенком осталась круглой сиротой, воспитывалась в колонии Макаренко, потом работала на селе, участвовала в коллективизации. Трудное было тогда время. Голод, борьба с кулачеством. А в годы войны судьба ее сложилась драматично. На ее долю выпали страшные, нечеловеческие испытания. Снежане трудно будет даже представить жизнь Марии Еремовны. Она страшнее самой страшной сказки. Вспоминаю лагеря смерти. Освенцим, Бухенвальд, Берген-Бельзен. Как-то я видела по улице, фашисты волокли на смерть перепуганного ребенка. Как он плакал, кричал: «Мама!» Вспомнила я самое страшное, что я пережила в Освенциме. Как вели детей до газовых камер. И мы видели, как у мам отнимали маленьких детишек. Тут же мамы умом трогались, шли на колючую проволоку высокого напряжения. Сейчас хранятся наши косы, которые остригли в такой большой комнате, вот как мы сидим здесь. Они сейчас лежат в музее в Освенциме. Это я видела, вот когда была в 68 году. Так вот, милые девушки, помните, носите же косы. За тех девушек и женщин, которым не пришлось износить, они все украшения женское и девичное. И также будьте же такими самыми выдержанными, любящими, красивыми, сильными. И вот это, что мы строим, первый струм нашего атома, чтобы пошел он в мирные цели, приносил нам радость, красоту, чтобы никогда не повторилось то тяжкое
война, взрывы, тревоги, чтобы не было сирен, чтобы не было крику детского, чтобы дети спали спокойно. О нашей стройке можно говорить много, ведь она уникальная. О ней знают далеко за берегами Припяти. Из разных стран приезжают люди, интересуются делами Атомограда. Министры энергетики стран, членов Совета экономической взаимопомощи. Их принимает министр энергетики Советского Союза Петр Степанович Непорожный. Мы находимся в штабе строительства одной из самых крупных, я бы сказал, в мире пока что, атомной электростанции мощностью по меньшей мере 6 миллионов киловатт. Чем эта интересная станция? Отсюда пойдет линия 750 киловольт, пойдет на западноукраинскую станцию, подстанцию, которую мы строим сейчас, и вольется в то кольцо, которое мы вчера обсуждали в Москве, по 750 тысяч. Так что это сильная подпорка всей энергосистемы мира. Поэтому, хотя вроде кажется, это и далеко, эта станция от границ ваших, но это и станция наше социалистическое содружество, так как она включается в тот баланс развития энергетики до 1990 года, который мы вчера с вами разбирали. И вы находитесь на первенце такой атомной станции, которая здесь вот уже строится. И тогда мы будем такую систему иметь, которая не видана в мире по надежности. Я знаю город Буды, я знаю Садоцвесть, когда такие люди в стране советской есть.